По поводу оттока мозгов из России, насколько серьезно сейчас вообще для России проблема? То, что здесь в этот цикл может занять там 2-3 года, в России потребуется 20 лет. Русские хакеры захватили церковь в Сан-Франциско. Китайцы реально построили охренительную, лучшую в мире технологическую экономику. Там берешь искусственный интеллект для HR. Вот тебе бум. Там несколько миллиардных компаний. Подожди, то есть ты из России забираешь все наши таланты, Да. И привозишь их сюда? Таланты. Приезжайте сюда. Друзья, привет, мы в Сан-Франциско, Павел Черкашин, привет. Привет. Ты главный инвестор здесь, ну почти главный, ну надо цену набивать. Это слишком громко сказано. Окей. Я тебе могу сказать, что я горжусь тем, что я перешел из категории нано-инвесторов в категорию микроинвесторов по классификации Кремниевой долины. Сколько нужно инвестировать, чтобы стать микроинвестором? Ну вот сейчас у нас под управлением около 200 миллионов. В России я посмотрел, ты был в Adobe, да, вначале, потом Microsoft, Да. И потом уехал сюда. То есть у меня был сначала предпринимательский этап. Я участвовал в создании 3 компаний самостоятельно, а потом у меня был такой корпоративный период. Я открыл представительство Adobe в России и в странах бывшего Советского Союза, и в Microsoft онлайн бизнес запускал. Но потом понял, что нет, все-таки корпоративный мир не для меня. Решил сфокусироваться на инвестициях, потому что мне это лучше всего получалось. Расскажи немножко про инвестиции. Ты в основном нашим русским ребятам помогаешь или вообще это вообще все равно? То есть изначально основные источники капитала были из России. То есть сейчас очень много людей с деньгами в России. Раньше вроде как нужно было решать, ты или хочешь высокие доходы, тогда высокие риски, связанные там, с строительством кирпичного завода где-нибудь, да, в Подмосковье. Или, значит, если в американскую экономику это надежно, но низкодоходно. А сейчас просто получается, что в Америке рынок прет. Давно уже там десятилетиями не было такого бурного роста, как сейчас. И поэтому можно зарабатывать там 20-30% годовых практически без рисков на американских технологических компаниях. И поэтому многие инвесторы, ну, особенно из тех, которые меня там знали по старым временам, с ними начинали, а потом постепенно круг этот расширяется. Сейчас уже и американские инвесторы подключились, и европейские, но все равно большая часть денег приходит из России и бывшего Советского Союза. Какой процент примерно в долине стартапов вообще что-то поднимается? Ну вот мы мониторим около 160 тысяч активно действующих стартапов. А сколько всего сейчас их в долине? Никто не может Примерно. сказать. Миллион-два Ну, миллиона? нет, меньше миллиона. Если брать не просто то, что кто-то придумал идею и считает себя стартапом, а если брать там, где сформирована компания, есть хоть какие-то минимальные инвестиции, мы говорим про 300-400 тысяч активных стартапов. 300-400 тысяч стартапов в долине. Да. Это самая большая в мире концентрация. Да, абсолютно По верно. мозгам, по... Так и есть. И просто происходит так, что Сан-Франциско просто имеет до сих пор очень специфическую культуру. Одним из главных элементов этой культуры является абсолютная толерантность ко всему. Поэтому здесь там люди на улицах спят, поэтому здесь там гей-столица мира. И в том числе это относится и к предпринимателям, что предпринимателям здесь быть легко, потому что нет страха того, что если ты облажаешься, то на тебя все будут показывать пальцем, и это будет черным пятном в твоей биографии. Да, если ты в Москве провалил бизнес, взял деньги у инвесторов, провалился, или там в Нью-Йорке, это будет пятном на репутацию на всю жизнь. Здесь это обычное дело, все понимают, что ты пробуешь новые идеи, стараешься, и ничего не получилось, зато опыт получил. В следующий раз получится лучше. И вот эта культура толерантности, она привлекла сюда большое количество предпринимателей, всяких авантюристов, а уже за ними потом приехали инвесторы, и сейчас уже все корпорации открывают здесь инновационные офисы, потому что все хотят быть частью вот этого котла, в котором варятся какие-то интересные новые идеи. По поводу оттока мозгов из России, у нас так все на эту тему переживают и пытаются как-то Сколково делают, там, все вот эти вот истории. Сидя здесь в долине и наблюдая там количество, в том числе и наших ребят, которые сюда приезжают в поисках инвестиций, в попытке что-то сделать, насколько серьезно сейчас вообще для России проблема? На нее можно посмотреть с двух сторон. То есть, с одной стороны, да, это большая проблема, потому что Россия производит лучшие кадры. Если взять и копнуть любой стартап в области компьютерной безопасности, блокчейна,
дополненной или виртуальной реальности везде будут, скажем так, русскоговорящие имена, да, практически гарантированно. Это была одна из моих стратегий, когда мы только переехали, и я не очень понимал, как нам найти свое место среди инвесторов. Я ходил по инвесторам крупным и предлагал им, говорил, давайте, если вы видите русских фаундеров, скажите мне, я вам дам полную картину про них и помогу разобраться. И выяснилось, что русскоговорящие фаундеры есть везде. Что, с одной стороны, означает, что Россия до сих пор производит большое количество этих прекрасных кадров. Существенная доля из них переезжает сюда, но она переезжает не только из России. Там люди переезжают сюда с такой же скоростью из Голландии или Китая и Бразилии. Да? То есть это есть фактор, который притягивает людей сюда, и есть факторы, которые выталкивают людей из России. И это все-таки два разных совершенно тренда. И мне сложно сейчас судить про то, насколько их выталкивают из России. Я знаю, насколько им привлекательно здесь. За последние 3 года я перевез сюда точно больше 200 человек. То есть ты приложил руку, подожди, то есть ты из России забираешь все наши таланты и привозишь их сюда. Таланты. Приезжайте сюда, пишите мне. Нечего там сидеть. Люди приезжают сюда за экспертизой, да. Люди получают здесь эту экспертизу. Их культурные связи никуда не деваются. Соответственно, рано или поздно, когда в России можно будет делать нормальный бизнес, все эти люди прекрасно поедут обратно. Ты бы стал сегодня в России стартап какой-то запускать? Ну вот у тебя есть сегодня нет. Идея. Почему? Потому что нет ничего, что нужно для успеха стартапа. Для успеха стартапа нужно несколько вещей. Нужно в первую очередь нормальная законодательная и судебная система. Да, просто базовые вещи, чтобы ты мог защитить свои интересы. Я знаю, что в России ужасное право в области интеллектуальной собственности. Да, и это до сих пор создает большие проблемы. Нет законов, связанных, например, с такими вещами, как опционы. Да, в стартапах все строится на неком ожидании будущего. А в России в Гражданском кодексе большая часть опционов, которые нам нужны для работы, просто запрещены напрямую. И в целом из-за того, что в России римское право, а здесь английское право прецедентное, оно очень удобное. Ты один раз создал прецедент, и все этим пользуются. Да? В России нужно провести целый ряд законов, это уйдет десятилетия. Но и самое главное, что сделав этот бизнес, ты потом не понимаешь, что с ним дальше произвести. То есть мы там за 3 года поучаствовали в строительстве около 40 компаний здесь. 3 из этих компаний подошли или уже перевалили за миллиардную капитализацию. 2 компании провели IPO. Причем одна из компаний, фаундеры из Коста-Рики, они придумали инновационный имплант для груди женской с датчиком интернета вещей, с новым материалом. И несмотря на то, что в Америке они получат разрешение на продажу только через 10 лет, но они стали лидерами в Бразилии, Корее, России, и с этим пришли здесь на рынок, на NASDAQ вышли на IPO с сумасшедшим ростом. Продать компанию здесь — это вопрос нескольких дней. Да? Закрыть инвестиционную сделку — вопрос нескольких часов. В России вся та же самая работа может занимать месяцы, когда мне нужно нотариально заверить согласие супруги на то, что я как инвестор согласен инвестировать в эту компанию. Я понимаю, конечно, логику всего этого, но это такое большое количество бумаги, которое просто убивает любую инициативу. Если взять американскую компанию, у которой все может происходить очень быстро, и российскую, при прочих равных одинаковых качеств и технологий, у американской компании просто преимущество, потому что она все может сделать в 10 раз быстрее. Да? Она быстрее поднимет деньги, быстрее привлечет людей, опционами заинтересует самых ключевых сотрудников, и потом быстро разовьется и быстро продастся. То, что здесь в этот цикл может занять 2-3 года, в России потребуется 20 лет на это. Вот, собственно, поэтому я не рекомендую стартапы запускать в России. Кто-то же запускает. Кто-то запускает. Или нам кажется, что у нас что-то запускают, да. Нет, во-первых, всегда есть местный рынок, то есть можно ориентироваться на местный рынок. Можно ориентироваться на просто создание бизнеса, который будет полностью, как сказал мне в свое время Владимир Евтушенков, в режиме подводной лодки, да, вот когда все свое. Но просто тогда предпринимателю нужно не просто придумать гениальный продукт или технологию, ему нужно собрать всю команду, ему нужно построить бизнес, ему построить продажи, отношения с партнерами, юридические вопросы. То есть, да, 1 из 100 предпринимателей способен сделать весь этот цикл. А 99 талантливых предпринимателей, они просто хотят продукт сделать качественный.
и вывести его на рынок. И вот здесь создана вся инфраструктура для того, чтобы ты пришел с продуктом. Ты, главное, должен что-то революционное изобрести и с этим прийти на рынок. А рынок тебе даст всю инфраструктуру, необходимую для того, чтобы быть успешным. Вот тебе не нужно проходить весь путь 20-летнего становления бизнеса от нуля до прибыли. Тебе главное показать продукт, и ты его можешь продать более крупной компании из расчета того, какой эффект экономически это даст покупателю. Вот в этом основа венчурной экономики. Тебе не нужно доказать, что ты сам можешь заработать на этом продукте миллиарды. Ты должен только доказать, что твой продукт может помочь кому-то более крупному заработать миллиарды. И ты свои несколько процентов от этих будущих миллиардов можешь получить. Расскажи, где мы сейчас находимся? Мы находимся в культурном центре, который называется 906.World. Это здание бывшей католической церкви, которая была мексиканская, называлась Nuestra Señora de Guadalupe. Одно из старейших зданий в Сан-Франциско. Церковь была закрыта больше 30 лет назад, потому что прихожане ушли, и в целом тенденция в Сан-Франциско и в Калифорнии такое, что идет отток людей из церквей, освобождаются здания, и их начинают перепрофилировать под какие-то другие задачи. Мы нашли это здание, когда искали возможность создания вот такого центра силы. Мы хотели сделать какое-то неформальное место, где предприниматели, инвесторы, корпоративные люди могут встречаться и общаться в первую очередь в неформальной социальной обстановке. Делать еще одну блокчейн-конференцию смысла нет. В Сан-Франциско больше 500 акселераторов. При этом заниматься именно культурными вещами. У людей есть очень большой интерес к этому, а мест для этого мало. И мы решили, что надо сделать такое место, в котором люди могут приходить и собираться не для того, чтобы обсуждать рабочие дела, а для того, чтобы заняться йогой или помедитировать, или поговорить о том, что такое счастье, или о том, что такое новая религия. Вот. И это привлекает большое количество людей сюда. Мы за счет этого создаем круг общения, привлекаем новых инвесторов и растим свой бизнес. Когда только купили это здание, была идея назвать это Hack Temple. Но это у нас создало много неприятностей, потому что, с одной стороны, это была такая хорошая, громкая история, пиар и все. Нью-Йорк Таймс написали большую статью, и, в принципе, статья была положительная о том, что мы делаем хорошие и нужные вещи, но, как всегда, журналисты, заголовок был в стиле, что русские хакеры захватили церковь в Сан-Франциско. И у нас начались неприятности с городской администрацией и много недоверия. Вот. И ушло больше 2 лет просто на то, чтобы нормализовать эти отношения, получить все необходимые разрешения и как-то наладить жизнь. Плюс здание приходского дома, или как дом священника, который был при церкви, мы полностью переделали в дом совместного проживания, то, что сейчас модно называть коливинг. Это когда люди живут вместе в чем-то вроде общаги, только представь себе общага уровня 5-звездочного отеля, где у тебя ограниченное пространство личное, небольшое. В спальне у нас стоят такие капсулы для сна, где можно закрыться шторочкой и такой уголок интроверта, да? А все остальное территория — это общие зоны, общая гостиная, общее пространство, где люди могут общаться, помогать друг другу. Берем на себя всю уборку, готовку завтраков, чтобы люди могли сфокусироваться на том, что для них важно, создание новых продуктов, предпринимательская деятельность. Вот, объединенное все это вместе, у нас получилось такое место для проведения мероприятий, где-то на 500 человек. Место, где мы можем давать художникам возможность творить и выставлять свои работы, и что-то в итоге нам остается. И место, где предприниматели могут жить и помогать друг другу. И сколько здесь человек живет? 20 человек. Но сейчас все комнаты заняты, и на листе ожидания около 150 человек. С одной стороны, у тебя частная комната, и туалеты общие на этаже, но все равно они такие комфортные, удобные, все по-своему ремонтированные. Представь, что если ты, грубо говоря, музыкант, ты хочешь жить в доме, в котором одни музыканты. Тогда можно поздно играть ночью, можно всякие джем-сэшны устраивать. Вот это такой дом только для предпринимателей, которые приехали в Сан-Франциско. Вот их первое место, где они только начинают. А на каких условиях они живут? Они платят деньги, здесь стоят от $1500 до $2500 в месяц за койку. Так дорого? Дорого. Во-первых, Сан-Франциско... они предприниматели, ладно. Нет, просто Сан-Франциско вообще дорогой город.
То есть тут можно там за, не знаю, 3500 снять халупу полностью убитую. А тут у тебя получается комфортное место для жилья, завтраки, уборка и отличная компания. Вот эта ванная вошла в каталог лучших архитектурных решений Сан-Франциско. Это вот общая зона, да, здесь завтраки. Вот, а здесь тоже, знаешь, казалось, что туалет самое такое нетворческое место. Это азбука стартапера. Вот основные термины. Это было совершенно нефункциональное помещение. Здесь были какие-то классы для воскресной школы или для чего-то еще. Но когда мы получили здание, все было затоплено, разгромлено. И, в общем, пришлось очищать. Из-за того, что нет дневного света, сделали вот такие стены. Вот, сейчас вполне прикольно. Тоже отдельный выход с Бродвея. И здесь тоже вот тут небольших мероприятий. Здесь там приезжают корпорации, которые всякими инновациями интересуются. Но точно так же здесь были классы по танцам, йога, медитация, что там не было. Сейчас мы вам расскажем чудесную сказку про новую религию. Итак, у нас 2 месяца назад произошла встреча с Пашей. Мы ему рассказали про проект «Новая религия», который мы хотели реализовать в России, но, к сожалению, у нас не получилось, потому что чиновники сказали, что мы пойдем сразу же в полицию, потому что оскорбляем чувства верующих. В общем, идея, концепция того, что сейчас мир — это потребление. Мы вдохновлялись готическими витражами при создании данной композиции. Вместо Бога — интернет. Google, Apple и Facebook. Вместо голубя, проводника между Богом и человеком, у нас Twitter. Вместо страстей Христовых девчонки дерутся за лабутены на Black Friday. Это символика интернет-покупок. А здесь мужчина и женщина молятся ангелам, но вместо ангелов это бренды автомобильные. И над всем над этим рефлексирующий художник с головой палитры. Это отсылка к Родену, мыслитель. В общем, идея была готический витраж, но это очень-очень дорого делать со стеклом. И мы хотим данную композицию перевозить по различным площадкам выставочным. Поэтому нам нужно было сделать сборно-разборную конструкцию. И мы пришли к выводу, что плексиглаз — это максимально в данный момент удобный материал для работы на поверхности. Это краски похоже на пленку будет. Это витражная краска, но поверх завиток. Это я уже делала текстурной пастой сверху. Потому что мой стиль — завиток. Твой стиль завиток? Да. Венчает всю эту композицию из витражей храм, который мы будем строить из дерева, и храм будет церковь. Церковь будет в форме бумажного пакета для покупок. Какие самые успешные российские стартапы, компании в долине? У кого получилось? На этом вопросе возникает неразбериха с тем, что считать российским стартапом. Ну, вот кто уехал там, я не знаю, есть такие вот? Есть. Ну, как Паша Дуров, да, уехал, сделал Телеграм. Все его там знают, вот, молодец. И есть еще что-то, какие-то такие вот прецеденты? Ну вот из наших портфельных компаний, ну, они точно не согласятся считать себя российским стартапом. Есть там Олег Рогальский, он из Украины, потом переехал в Канаду, потом сюда. Мы в него инвестировали 3 года назад, были одним из первых инвесторов. Он решил использовать технологию искусственного интеллекта для анализа эффективности продающих сотрудников в компании. И разработал очень эффективную систему для этого. Ей сейчас пользуются практически все крупные компании здесь. И за 3 года он привлек больше $100 миллионов. Сейчас у него оценка около $500 миллиарда. 3 года назад у него не было ничего. Есть прекрасный пример Михаил Кокорич. Да? Успешно запускал в России бизнес, но тоже в какой-то момент ему стало тесно. Приехал сюда и просто штурмом взял космическую отрасль, потому что, даже не потому, что он этим занимался, а потому что ему очень понравилась эта сфера. Он системно разобрался в том, как это работает, построил компанию Astra Digital, которая спутники производит, такие портативные, а сейчас делает систему транспортных перевозок на орбите. Для меня это тоже такой идеальный образец для подражания того, как
предприниматель своими мозгами построил что-то очень значимое для мировой экономики. В связи с этими скандалами, которые были про русских хакеров, про вообще вмешательство России в выборы и все остальное, есть ли проблемы у русских компаний, у русских предпринимателей, которые сюда приезжают в поисках инвестиций, и тут, ты из России, наверное, мы не будем с тобой иметь дело? Самое узкое место — это в вопросах денег. То есть банки, финансовые организации очень щепетильно относятся к тому, откуда приходят деньги, какой у них источник происхождения. Русские деньги токсичны? Нет, русские деньги сами по себе не токсичны, но токсичные, скажем так, если у этих денег нет четко подтвержденного происхождения. Не всегда у российского предпринимателя есть источник происхождения денег в том виде, в котором он удовлетворяет государственные органы. И у нас в этом плане уголовная ответственность за это, поэтому мы очень щепетильно подходим к выбору инвесторов. Правда, к инвестору из России изначально более подозрительное отношение. Именно это как придет инвестор из Зимбабве в Москве, да, или из Нигерии. Просто потому что мы ничего не знаем про Нигерию и Зимбабве, может привести к тому, что банк скажет, а что это здесь? У нас нигерийские инвесторы что-то делают в Москве. Вот то же самое происходит и здесь. И Россия — это такая до сих пор немножко серая зона. Но сказать, что русские деньги токсичны, я бы не стал, потому что если ты можешь корректно обосновать и показать источник происхождения денег, то это не проблема. Слушай, хорошо. Последняя история с Huawei, вообще торговая война с Китаем, да, когда они сначала обломали Huawei, по-моему, это вообще какой-то не знаю, как так можно. И начали так намекать на тот же DJI. У нас доказательств никаких нету, но мы подозреваем, что что-то может куда-то передаваться, а может и не может, да, и сразу у ребят начинаются проблемы. А не произойдет ли в определенный момент, что вот в этой гонке с санкциями и всем остальным, в какой-то момент американцы скажут, это же можно прийти к любому русскому стартапу, любой русской компании, которая и скажет, слушайте, а мы что-то подозреваем, наверное, у них есть какие-то связи и мы их отрубим от всего. Что вообще вдали про эти риски, насколько давай про китайцев, насколько ситуация здесь считается нормальной? С китайцами все-таки другая история, потому что китайцы реально построили охренительную, лучшую в мире технологическую экономику. Построили быстро, на пустом месте. И это американцев сильно напугало, естественно. Здесь же история не почему это произошло, а сам прецедент, да, когда берут компанию и ее просто банят, отрубают ей сервисы, Google, Apple, все остальное, обновления. Intel говорит, мы не будем поставить вам процессоры, просто потому что у нас торговая война. Да. То есть берут конкретную компанию. Сам прецедент ужасный, неправильный и временный. Я к нему отношусь просто... Ты думаешь, это временная история? Да, я думаю, это временная история. Телефон Huawei не выкидывать пока. Я не знаю конкретно, то есть в масштабах жизни одной модели телефона это может быть проблемой, я думаю. То есть я бы не стал сейчас точно покупать такой телефон. Но в масштабах экономики это какая-то иррегулярность, да, особенно для Кремниевой долины, для сферы, в которой абсолютная конкуренция, да, и абсолютная прозрачность. Это большая проблема, да, потому что это создает совершенно неправильный прецедент. Плюс, на самом деле, китайские деньги являются главным драйвером Кремниевой долины. Сейчас это основной источник капитала. Китайцы, да? Да, китайцы. И тут вдруг выясняется, что основной источник капитала теперь плохой, и вообще есть вероятность того, что во все, что они инвестируют, они стырят и уведут. То есть я признаю, что есть большая проблема с китайцами и сильная конкуренция с их стороны, но я, естественно, совершенно не поддерживаю, мне даже в голове не укладывается, как можно пытаться ограничить это такими топорными методами. И пару слов по поводу будущего. Что нас ждет, куда инвестирую, вообще куда движется мир? Я настроен крайне оптимистично. То есть я думаю, что таких возможностей по развитию мира и жизни в целом, как есть сейчас, именно за счет развития технологий, не было никогда в истории человечества. Сейчас есть реальный шанс. Базовый набор технологий построен и готов к применению. Теперь можно брать любую технологию, брать любую индустрию. Берешь искусственный интеллект для HR. Вот тебе бум, несколько миллиардных компаний. Ты берешь дополненную реальность для безопасности, да, и
придумываешь технологии, которые позволяют там, в виртуальной реальности полицейским или операторам атомной станции моделировать кризисные ситуации, например. Тоже там миллиардный рынок. Взять финансовый рынок, да, на котором до сих пор там 6, по-моему, или 5,5 миллиардов человек не имеют доступа к нормальному банковскому счету на Земле. То, что мы привыкли считать уже общими правилами, на самом деле для большинства людей недоступные. Соответственно, кто-то придет, предложит, там, скорее всего, на основе блокчейн-технологии или еще что-то, возможности нового банка, и вот тебе рынок в десятки раз больше, чем вся финансовая система мира, которая сейчас существует. То есть сейчас можно тыкать палку в любое место, и она вырастет в золотое дерево. Ну, хорошо, давай так вот пофантазируем через 10 лет. Что будет через 10 лет? Что будет через 10 самого лет? простого, автономные автомобили. Массово. Будут? Нет. Вот и где ваше будущее? Они будут через 20 лет. Через 20? Да. Почему? То есть через 10 лет будут автономные автомобили в условиях закрытых пространств. Например, университетский кампус или доехать из аэропорта в центр города по выделенной полосе. Это уже будет массовым рынком, мы к этому привыкнем. К сожалению, есть еще несколько вещей. Например, конкретно в области самоуправляемых автомобилей было 2 ограничения. Первое ограничение — это возможность, это система компьютерного зрения для автомобиля. Да, и то, что решили, в том числе у нас одна из компаний очень успешно эту технологию сделала. А вторая проблема связана с созданием очень точных карт. То есть нужны карты с точностью до сантиметра, чтобы ты понимал, где граница полосы, например, и так далее. Вот эта информация сейчас собрана там буквально по нескольким городам. Пало-Альто уже или Mountain View уже оттестировано, проверено там, до миллиметра, да, потому что там, Google и 20 других компаний уже все изъездили на своих машинах там. Но если, например, Сан-Франциско, еще нет таких карт, соответственно, здесь меньше автомобилей. У вас GPS не ловит в центре Сан-Франциско. Куда вы ехать собрались? Ну, нет, нормально, будет работать. То есть там можно за счет триангуляции, сотовых сетей и всего остального это делать. Но кто-то должен, грубо говоря, проехать по всем этим дорогам, и не просто проехать, а, например, нужно понять, как самоуправляемый автомобиль должен вести себя в условиях, когда в Пало-Альто пойдет снег. То есть вероятность того, что в Пало-Альто пойдет снег, отличная от нуля. Да? Там раз в 100 лет это происходит. Но тебе нужно или сидеть 100 лет и ждать, пока снег пойдет, и потом ездить по улицам, или нужна какая-то технология, которая сможет смоделировать ситуацию, что если здесь пойдет снег. И сейчас тоже такие технологии, там, миллиарды вкачиваются, чтобы это сделать. За следующие 10 лет в области транспорта будет решена большая часть этих проблем, но еще не настолько, чтобы потребители в широком массовом использовании могли полностью пересесть на автомобили самоуправляемые. Но за 20 лет это точно произойдет. Нейросети заменят современных художников? Вот что уже можно было никого сюда не приглашать, а будет маленький такой... Я думаю, нет. Я думаю, наоборот. То есть нейросети заменят рутинные задачи, которые... Рутина — это банально. Надо современных художников заменить. Нет, как раз наоборот. Для современных художников это будет новая возможность, новый инструмент. Да? Это как дали новую краску или новые кисти художнику. Компьютеры до сих пор довольно тупые. Нейронные сети они однослойные. Твой мозг, в нем тысячи слоев, которые помогают тебе принимать решения. Ну, мы через 10 лет смотрим. Ну вот, через 10 лет эти нейронные сети станут достаточно умными для того, чтобы снять практически любую рутину с тебя. Начиная от того, чтобы планировать твои финансы, и заканчивая тем, чтобы маршрутизировать потоки транспорта, напоминать тебе о встречах, подсказать тебе, с какой девушкой тебе нужно познакомиться и так далее. Но это все равно будет функция помощника. Творческие задачи будет решать человек. То есть человек может нажать на кнопку, и нейронные сети для него сгенерят миллион разных вариантов новых картин. Но все равно выбрать, что из этого будет шедевром, все равно будет человек. В ресторане на 3D-принтере начнут печатать еду? Вот это, кстати, сейчас же довольно так быстро вот эта вот вся история с 3D-печатью, со всем остальным, вот особенно в плане еды развивается. Для того, чтобы 3D-печать стала массовой, нужно научиться печатать, во-первых, гибкие материалы. Это вот только-только в этом году начали к этому подходить. Ну, то есть, грубо говоря, чтобы ткань можно было напечатать. Да? Тогда
вся индустрия одежды поменяется, потому что перестанет быть понятие размеров. Ты просто выбираешь одежду, нажимаешь на кнопку, и она тебе печатается. Но сейчас то, что получается, очень убого. И это вот там десятилетие уйдет просто на то, чтобы эти материалы разработать, подготовить и сделать. И то же самое касается еды. Да, какой-нибудь гик будет жевать и резиновую бублик напечатанный на 3D принтере, но если мы хотим, чтобы массово этим пользовались и люди, то это должны быть совершенно другие виды материалов и новые технологии. Я на это смотрю с такой позиции. Для меня новая технология становится массовой тогда, когда ее согласна использовать моя жена. Очень простая проверка в этом плане. То есть если там есть, не знаю, очки дополненной реальности, да, но если эти очки недостаточно модные, чтобы их одела моя жена, или там требует еще коробку на боку или какие-нибудь безумные камеры, то я понимаю, что я не верю в массовое использование такой технологии. То же самое касается, там, грубо говоря, еды и автомобилей. То есть вот я Наташу, жену свою, уже убедил, что отправить ребенка в школу на самоуправляемом автомобиле — это хорошо. Потому что... Вы хоть раз ездил в школу на самоуправлении? Нет, еще не ездил, но мы, по крайней мере, договорились, что когда это появится возможность, то мы будем отправлять. Я понял, что окей, в этом можно инвестировать, это моя жена одобрила. А вот там, например, дополненная реальность, там, искусственная еда и куча других вещей, там еще пока не очень. Но хотя вот в плане еды будет много интересных инноваций. Я думаю, главная инновация будет связана с искусственным мясом, с вегетарианским мясом. А уже ж есть уже, да, вот, очень неплохие эти. Да, сейчас это мое любимое блюдо, на самом деле, Impossible Burger, то, что здесь практически в любом ресторане уже дают. Да, бургер из этого вегетарианского мяса, очень вкусно. Я мясо перестал есть несколько лет назад, но вот эта любовь к бургерам у меня никуда не делась. А тут, когда появились эти вегетарианские бургеры, это реальная фантастика. Но сейчас они все равно, они довольно дорогие, они присутствуют только в ограниченном числе мест, но там, через несколько лет это будет массово распространяться везде, и это может, в принципе, поменять потребительское поведение во всем мире. Я читал, не помню какую статью, да, про то, как там будет ресторан там будущий условно выглядеть, что у тебя есть там твоя информация там на смартфоне о твоем здоровье, что тебе нужно, какие там калории, микроэлементы и так далее. Ты приходишь, ты там как-то его сканируешь и заказываешь абсолютно любую еду, которую хочешь. Мороженое, бургер, картошку, но состоять она будет из того, что нужно твоему организму. И там два разных человека заказывают два бургера, которые у них абсолютно одинаковые по вкусу, но у них состав по микроэлементам будет совершенно разный. И вот это перевернет вообще всю эту историю, потому что люди наконец начнут есть, что хотят, а не что им кажется полезным и нужным. Есть такая концепция prescription foods, то есть еда по рецепту. Вот это ровно об этом. То есть, в принципе, наверное, любой житель Кремниевой долины уже прошел несколько тестов. Там все сделали тест ДНК, там 23andMe для того, чтобы понять свои корни происхождения. Практически все сделали тесты на совместимость с едой, и это позволяет ученым собрать довольно большой объем информации для того, чтобы это смоделировать. То есть сейчас моделировать, какую еду тебе нужно есть, чтобы быть здоровым, уже просто сделать. Сложно произвести теперь, то есть это надо всю инфраструктуру для ресторанов, кухни, продукты питания, и как-то это все еще роботизировать и соединить с компьютерными системами, которые обладают информацией, чтобы все это было просто доступно. Да? Сейчас это можно сделать, просто сейчас это будет стоить, там, не знаю, $1000 за один обед. Да? Чтобы это стоило $10 за обед, на это еще уйдет там лет 10-20. Вот как раз вам есть чем заняться. Большое спасибо. Да, спасибо, что приехали. Интересно, мы займем очередь 151-й, да? Всех талантливых предпринимателей, которых тесно в России, всех к нам сюда вставляют. Окей, тогда ссылочки мы в описании к ролику оставим, кому интересно, чтобы почитали. Все, а мы едем дальше смотреть интересные стартапы.